Топ-10 причин купить пауэр-станцию All Powers R2500 именно V2 для блэкаутов моим землякам-украинцам на канале Технозон. Ссылки сразу говорю в описании под видео, потому что сегодня я вам изложу прям 10 классных причин, после которых сомнения отпадут. Ну и, конечно же, напомню, что вы должны подписаться, нажать колокольчик, и напомню про те инсайды, о которых я уже делился, про цены, которые будут расти. Не верите? Так они уже выросли. Поехали. Первая причина – это 2500 ватт чистой синусоиды. Самой правильной чистой синусоидой 230 вольт до 10 ампер. Вы скажете: стоп. Но дело в том, что многие пауэрстанции дают до 2,5 киловатта чистой синусоиды. Я вам скажу, а они дают в пике 5 киловатт, да, для пусковых токов. Так вот, от вот этой малышки, ну она не совсем малышка, конечно, как и я. Так вот, от нее работают даже самые фиговые старые большие холодильники с большими пусковыми токами. У меня на такой пауэрстанции Днепр холодильник, помните, такой гиганта-монстр, короче, стартует нифиг делать. И при этом еще и старый, к ней туда же включен старый котел Ферроли, который тоже там, когда насос запускается, там, ой-ой-ой, кстати, не каждая пауэрстанция выдерживает. А вторая причина — это честная емкость. Так вот, я делал на нее обзор, я могу сказать, что она честная, но я вам даже скажу, что я не буду отсылать вас с моим замером честности этой пауэрстанции. Вы мне все равно не поверите. Зачем? Давайте. Вот такие вот очень известные обозреватели международные. Никитеч, например. Ну или Testmine Камперсбау. Да, они замерили данную пауэрстанцию. Знаете, какая честность? 98,6% от общей емкости при мощности 1090 ватт. На секундочку. Это конкретно больше, чем у любого другого конкурента. Да, конечно, есть там мега брендовые, мега это, но там и цена на честный киловатт намного выше, о чем мы сейчас поговорим. Но это очень честные пауэрстанции. При этом один из них, Никитеч, дает цифру 98,3, а Камперсбау дает 98,6. А на 300 ваттах мощности, там потери больше, идет 97,6, да, по-моему, обоих. Да, 97,6 точно. Честности данной пауэрстанции по емкости. Ну, а третья причина, она просто суперовая, потому что это литий-железофосфатная батарея. Мало того, что она безопасная, классная литий-железофосфатная батарея, данная пауэрстанция имеет BMS, это контроллер управления питанием, знаете, как я его называю? Параноик. Знаете почему? Вот вы сейчас видите, мы как раз словили момент того, когда заряжалась пауэрстанция, резкое падение вольтажа в сети. Да, у нас проблемы сейчас с сетями, да, у нас проблемы со светом. А вы знаете, что происходит с дешевыми китайскими пауэрстанциями, у которых нет нормального BMS? Так вот, ниже 190 вольт ампераж в сети повышается больше 10 ампер, а больше 10 ампер на ячейке батареи, знаете, что начинают? Начинают лавинообразно греться, замыкать и даже могут взорваться. Знаете, вот эти все новости, там взорвалась аккумуляторная батарея или взорвалась пауэрстанция. Это не про All Powers вообще. А вот смотрите, ни много ни мало. 200 вольт сейчас в сети, 200. Это у нас сейчас в Запорожье, сюда ничего не подключено. Но такая проблема есть. Допустим, если просадка в сети, вы можете поставить Silent Mode. На текущий момент у нас стоит Silent Mode. И она 300 ватт будет брать. Немножечко меньше, немножечко дольше будет заряжаться, но будет работать. Можно ли заряжать от инверторного генератора? Да, заряжайте. Но на безинверторном генераторе точно нельзя. А теперь главная причина, одна из главных причин. Вы видите цену 44 599 гривен, 44 599 гривен на allpowersukraine.com. Это официальный сайт All Powers для Украины. И я вам дарю промокод, который вам дает скидку, это Технозон, который вам дает скидку 4459 гривен 90 копеек. И итоговая цена 40 139 гривен. Я вам объясню, в чем сейчас тут прикол. Дело в том, что, во-первых, они стоили 38 еще месяц назад. Я просил, люди, покупайте. Подорожать. Те, кто послушался, я знаю, пацаны, не благодарите. Пишут до сих пор с десяток пауэрстанций гребанули по 38. Уже 10 пауэрстанций плюс 20 штук. Пацаны вот так на ровном месте. Раз, монету в карман. А здесь у нас получается ситуация. Дело в том, что для пауэрстанции существует такое негласное правило входа в рынок за честный киловатт. 20 тысяч за честный киловатт — это мега цена за честную синус, за литий железофосфат и за честную емкость. Потому что ближайшие конкуренты за такую совокупность емкости, а плюс еще сейчас дальше
скажу, что у нее там еще какие преимущества. Там стоит от 25 за 1 киловатт честной емкости, здесь 20. И это будет дорожать. Поэтому, если есть время, вернее, потому что пока есть время, давайте там что-то расчехляйте, ссылки в описании под видео. Ну а следующее у нас прикол, вернее, следующее преимущество. Я эту пауэрстанцию заказывал сам лично. Вот, пожалуйста, я ее еще в мае, зная про эти все дела. Я, кстати, всем в мае начинал говорить. Вы можете посмотреть полностью ее маршрут. Я ее 25.05 в 5:31 ее отправил, я заказал 23 или 24, ну 23 заказал. А получил я ее у себя в Запорожье 29.05 вечером. На текущий момент пока нет громадных, говорю пока, чтобы потом на меня не кивали, не пинали. Я всех предупреждаю, что когда начнется армагеддец, когда наши конченые соседи начнут обстреливать нашу энергетику, вы скажете, ты говорил 5-7 рабочих дней. Да, 5-7 рабочих дней с момента отправки. И пока отправляют их быстро, потому что сейчас в наличии уже на текущий момент есть R2500, R1500 Lite и S2000 Pro. Все остальные уже пошли с задержками. И так у всех производителей. То есть уже сейчас есть конкретно бешеный спрос. Вам президент говорит, будет жопа. Вам министр энергетики говорит, будет жопа. Вам все профильные комитеты говорят, будет жопа. Вы сидите, оно может подешеветь, а может не понадобится. Напомнить прошлую зиму не понадобилось. А знаете, какое еще есть недокументированное преимущество? Дело в том, что данные пауэрстанции оснащены Wi-Fi и Bluetooth. И Wi-Fi работает, честно говоря, здесь прихреново. То есть, нет, сам Wi-Fi работает нормально. Заключается проблема в том, что при переключении сетей, там где-то сам по себе провайдер, хотя ваш роутер не заметит переключения, сам по себе провайдер, он пока перезагрузится и он теряет Wi-Fi. А вы знали, что можно через систему умного дома Home Assistant, смотрите, я сейчас раз, включил, выключил. А хотите, я вам покажу, что здесь можно. Здесь можно включать AC модули, DC модули, эко-режимы включать, посмотреть, сколько времени осталось. Допустим, если у вас пауэрстанция поддерживает свет, но здесь просто нету света, она выключится и включится, потому что здесь нет фонарей. Здесь есть, сколько она берет, насколько осталось. Смотрите, и все это совпадает четко. Вы можете делать автоматизацию, интеграцию в систему умного дома. Знаете, с помощью чего? Пошли покажу. У меня умный дом поднят на вот таком вот Raspberry Pi, дешевейшем за 10 или за 12 долларов на обыкновенном Linux. Честно вам скажу, преимущество такое себе. Управлять пауэрстанцией, когда она не у вас на виду, не советую. Поэтому просто включили как UPS. И, кстати, это одно из преимуществ. Это режим UPS. Режим UPS это источник бесперебойного питания. Здесь он очень крутой в том плане, что у него есть режим bypass. Это значит, что вы можете его использовать 24/7, то есть он передает энергию насквозь. И у меня вот такой пауэрстанция, у меня R1500 стоит на холодильнике и на котле 3 года. 3 года 24/7, и она шикарно работает. При этом время срабатывания до 15 миллисекунд. Ваш холодильник или котел даже не поймут, что у них отключили свет. Все. Это одно из классных преимуществ. Ну а следующее преимущество это быстрота зарядки. Эта малышка, такая себе малышка, как я, она берет до 2 киловатт быстрой зарядки. И что самое интересное, зарядится она от 0 до 100 за 1,5 часа. Объясню почему 1,5, потому что вы думаете, что здесь 2 киловатта берет, то за час должна. Потому что здесь емкость 1920 ватт-часов, это почти 2 киловатта. Нет, дело в том, что любая быстрая зарядка, вы знаете, она до 50% выдает полную мощность, а потом идет на снижение. Такая вообще это физика и химия процесса. Извините, это не мы придумали, законы мира физические такие. Поэтому за 1,5 часа до соточки спокойно заряжается. Ну и следующее, это вот очень классное преимущество, предпоследнее, это поддержка, смотрите, солнечных батарей. Вы скажете, так они все практически поддерживают солнечные батареи, вот XT60 у нас. А я вам скажу другое. Дело в том, что здесь она поддерживает, в отличие от других пауэрстанций, 1 киловатт на вход на солнечные батареечки. Прикиньте, то есть вы через солнышко можете 1 киловатт. Но заказывать вместе с панелями не рекомендую. Панели будут ехать долго и, скорее всего, из Китая. Поэтому, такое себе. Если есть здесь возможность панели самому какие-то купить, то покупайте, подключайте, киловатт она спокойно вытянет. Ну и последнее преимущество, ребят, это большое количество разных портов. При этом, смотрите, с резиновыми заглушечками, видите, 230 вольт, 2,5 киловатта, чистая синусоида, смотрите, 4 свинки Пеппы, вот таких вот. У нас есть 12 вольт, Type-A-шки 2 быстрых 18 вольтовых, 2 соточки USB-шки. У меня, кстати, ноут на ней работает, да, сейчас. У нас есть DC-шки 2,
вот таких 12 вольт 10 ампер. Есть автомобильная DC-шка 12 вольт 10 ампер. Есть под расширение, но под расширение я вам сразу говорю, вот хотите реалии этой жизни. Легче взять 2 Power-станции, по цене будет то же самое, чем морочиться с расширениями и пробовать их подружить. Ну и, конечно же, у нас по безопасности здесь есть еще предохранитель, охлаждение и хорошая конкретная BMS. Ребят, топ-10 причин я сделаю для всех станций. Для всех станций, которые у меня есть, которые тестировал. Но это я вот начал с нее, потому что один из самых классных вариантов, когда ты совокупность всех преимуществ берешь на цену одного чистого киловатта на чистой синусоиде. И здесь это прям вот соотношение вот этой вот низкой цены, казалось бы, на классное соотношение всех плюсов. Ребят, мои рекомендации есть, ссылки в описании под видео, промокод в описании под видео, обзорчик мой в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.